Привет, дорогие друзья! Сегодня у нас расклад диагностика. Диагностика движения, то, как обстоят дела на сейчас в голове, сердце и действиях. И предположительный вектор движения, развития на ближайшие 2 недели. И средняя рекомендация. Ну и будут еще дополнения. Короче, как дела обстоят сейчас, куда вы движетесь в ближайшие 2 недели, как предположительно вариант будут развиваться события, что рекомендуют, и дальше я сделаю, значит, некоторые дополнения, если, в общем-то, захочу. Итак, что у вас происходит в голове на данный момент? На данный момент у вас происходит мощный переход на другой уровень мышления. То есть сейчас мы говорим о тех людях, и я говорю о тех людях, которые осознают те перемены, те трансформации, которые происходят с вами, внутри вас, и вы замечаете эти перемены в окружающем вас пространстве через события, через ваше окружение. То есть это люди осознанные, работающие со своей осознанностью и, в общем-то, развивающиеся. Так вот, что происходит в вашей голове на данный момент? Там происходят очень масштабные, глобальные перестановки. Они даются временами тяжело, временами идет легче. Это может идти через головные боли, это может идти через внутричерепное давление. То есть вы в любом случае это ощущаете. Причем по этим, в зависимости от того, в какой области коры головного мозга происходят вот эти вот перестановки, в общем-то, там и это выходит болевыми ощущениями. То есть нельзя сказать, что голова просто тотально болит. Она болит по областям. Там, где происходят какие-то... Это вообще в целом глобальный процесс, да? Но он выходит как бы через боль по областям. То есть смотрите, вы переходите на новый уровень мышления. По пажу жезлов вы становитесь, то есть вы возвращаетесь в свое естественное состояние, состояние Творца. И та творческая энергия, те потоки, которые вы пропускаете через себя, они запускают как раз-таки те процессы, которые были на паузе, которые спали. Они убирают те блоки, они говорят о наличии каких-то чипов, засоров там, где мозгу сложно пропускать вот эти вот потоки энергоинформационные. Но этот процесс идет. По десятке жезлов он непростой. Но без этого никак. Чем больше вы будете понимать, что с вами сейчас происходит, это может идти через, выходить, да, через сны, это может выходить через путаницу в мыслях. Но вы должны это контролировать максимально, понимать, что у вас происходит в голове. То есть смотрите, это борьба старого и нового мышления главным образом. Это борьба эго с переходом на новый уровень восприятия и жизнедеятельности, проявления себя
в реальности через интуитивное, вот это вот самореализацию в пространстве, не руководствуясь устаревшими матрицами, да, а переходит на новый уровень. И это сейчас с вами происходит. Конечно, это отражается на вашей внешней жизни. Это могут быть беспокойные сны, это может быть вообще в целом нарушение сна и отдыха. Это могут здесь быть те сны и какие-то такие ситуации, которые у вас вызывают воспоминания из прошлого. Главным образом блок – это страх. И здесь очень важно уметь с этим работать. То есть если ты вдруг вспомнил что-то из своего прошлого, а оно так и выходит, чтобы уйти, чтобы вы через свое осознание, зачем к вам это пришло, воспоминания из прошлого, чтобы вы это переосмыслили, чтобы вы это пересмотрели и отпустили. И тогда этот блок, он уходит. При такой, в общем-то, работе вы смотрите по своему самочувствию. Но желательно употребление медикаментов их ограничить, поскольку они не способствуют вот данному процессу. Но все должно быть разумно. То есть, если вы понимаете, что это, в общем-то, вам необходимо, да, это лекарство, то, пожалуйста, принимайте. Что в области головы на ближайшие 2 недели нам показывает? Ну, здесь есть прогресс, и об этом, в общем-то, говорят. То есть по шестерке чаш этот процесс, он будет продолжаться. И он будет продолжаться по страшному суду, независимо от того, хотите вы или не хотите. Если вы в этом процессе находитесь, и вы осознаете осознанно, в нем присутствуете, да, и понимаете, что с вами происходит, то здесь у вас идет прогресс. То есть вот эта вот начавшаяся спажа, она уже входит в стадию короля жезлов. И это прогресс, то есть вы начнете больше пропускать через себя этой энергоинформационных потоков. То есть вы более полноценно будете входить вот в это состояние Творца. Плюс к этому не нужно препятствовать своим творческим порывам, которые у вас возникают. Ни сейчас, ни в течение 2 недель, ни потом. Чем больше вы будете это реализовывать через свое действие, тем лучше, быстрее, эффективнее, полномасштабнее будет идти этот процесс. Здесь, смотрите, еще по страшному суду есть такая загвоздка, что в вашей жизни вот по, в общем-то, тенденции нынешней, да, и по ее развитию, каждый человек получит свою возможность быть счастливым, жить в любви, получать эту любовь и дарить эту любовь. То есть максимально задумка такая, чтобы вот в этот момент, отрезок, да, переходного периода, чтобы человек имел возможность раскрыть свое сердце через истинную любовь. Да? То есть вот здесь проявление и открытие, раскрытие
безусловной любви, но через проявление в вашей жизни человека. У мужчин женщин, у женщин мужчин. И эти мужчины по шестерке и женщины по шестерке чаш. Это те люди, с которыми вы связаны энергетически. То есть это те люди, с которыми вы прошли, возможно, не одно воплощение, которые максимально близки вам энергетически и духовно. И почему это показывают на голову, а не на сердце? На голову это показывают, потому что вот смотри, здесь у тебя идет в настоящий момент борьба эго с чувственным твоим аспектом, да, с тем, что ты ощущаешь, а чувства мы понимаем не только через сердце, это у нас поток идет через сердце, да, а чувства мы анализируем также головой, понимаете? И поэтому, когда в твоей жизни появляется человек, который тебя зажигает, который в тебе воспламеняет вот эту вот искру, здесь ты в голове начинаешь много чего себе придумывать под действием, под воздействием того же самого эго. Тех же самых старых шаблонов, которые там, в общем-то, записаны. И здесь ты должен хорошо с этим разбираться. По страшному суду это дар. То, что должно быть, да? Но позволишь ли ты этому быть в твоей жизни или нет? Это зависит от того, насколько ты позволишь этому потоку свободно протекать и вообще верить себе, верить в себя, своим чувствам и правильно их анализировать. Вот здесь вот средняя, да, рекомендация, как рекомендация, выходит отшельник. То есть это мудрость, живущая в тебе самом. Будь мудр, умей анализировать, не делай поспешных выводов, но и не позволяй эго закрутить тебя опять-таки на старый тот путь. То есть будь разумен, будь мудр. Что у нас по области сердца на здесь и сейчас? На здесь и сейчас по области сердца вы очень гармонично выровнены, я бы так сказала. То есть вот это трио, оно показывает, что на данный момент у вас очень гармонично выстроена энергосистема для того, чтобы вот эта вот колесница, она эффективно вела вас к тому, что вы желаете. То есть вот смотрите, здесь очень интересная такая история. Этот дар, он не пришел просто так. Вот здесь у нас страшный суд. Он дает здесь как бы и свое позволение на вот это движение. Почему? Потому что ты раскрыл свое сердце, потому что ты грамотно, гармонично выстроил ту систему реализации своих желаний, которая максимально соответствует твоей энергии, твоим задачам, твоему пути. Понимаешь, то есть здесь это твои мечты, это истинно твои желания, и ты их сердцем смог почувствовать, смог раскрыть и правильно их выстроить. Это на здесь и сейчас. Это как бы скелет, на который пришла колесница для того, чтобы всему этому дать ход. Что она показывает на ближайшие 2 недели? Она показывает, что в ближайшие 2 недели у тебя уже в области сердца с началом вот этого продвижения
у тебя в области сердца начнет освобождение, то есть у тебя начнется переход на новый уровень восприятия, на новый уровень действия вот этого сердечного центра. Смотри, шестерка и пятерка пентаклей, она говорит о том, что у тебя здесь будет переход на новое восприятие самого себя. То есть ты должен этому учиться. Вот если совсем просто сказать, то пятерка пентаклей это что? Это дефицит. Это дефицит ресурсов. Это дефицитное состояние. И у каждого это дефицит свой. У кого-то это может быть тотальный дефицит. Там, где у тебя нет ни средств к существованию, там, где у тебя нет вот этого правильного энергообмена с окружающими тебя людьми, это там, где нет любви, это там, где нет уважения, это там, где нет достоинства, либо острая нехватка этого, да, вот это дефицит. И тебе ближайшая вот гармонизация будет идти, да, то есть выравнивание. Ты будешь учиться воспринимать себя иначе, то есть ты будешь учиться восполняться, отходить вот от этого постоянного состояния дефицита, нехватки. И по шестерке пентаклей ты будешь получать помощь, но с другой стороны ты опять-таки должен осознанно пользоваться этой помощью и работать с собой, не закрываться, но переходить на новый уровень восприятия себя самого и себя в жизни проявленной. Вот я дополнительные карты посмотрела, да, это как раз-таки тот же самый момент исцеления и, в общем-то, работа с собой над этим. Да, помощь ты будешь получать. Тебе нужно привести себя к гармонизации. Здесь не столько совет, сколько направляющая, да, то есть это колесо судьбы, колесо фортуны. То есть ты работай, ты переходи на новый как бы уровень восприятия самого. Это знаете, на что больше здесь хотят сказать? Здесь больше хотят сказать, чтобы ты через самочувствование, самоощущение перестал себя ощущать нищим, нелюбимым, некрасивым, но ты уже это перестал делать. Здесь подразумевается не начальный этап этого, потому что на начальном этапе вот этих вот плюшек нет. Это уже ты проделал работу, это уже процесс запущен и достигнуты большие как бы результаты. И тебе не надо останавливаться. Вполне возможно вот здесь, да, как бы состояние, когда ты еще проваливаешься вот в эти вот какие-то откатные моменты, да, когда ты вроде бы идешь, тебе вроде бы нормально, а потом ты бах и провалился в некий депрессняк ненадолго. Но опять-таки, как помогать себе? Здесь вот подсказка в жезлах, то есть через творческий процесс. То есть тебе необходимо отслеживать свое состояние, чтобы оно у тебя уже выходило на то состояние, когда ты не просто уравновешен, а когда ты переходишь на состояние радости, на состояние счастья, когда вот этого состояния радости в тебе больше, чем состояние хмурости, чем состояние недовольства, раздраженности, да? То есть вот о чем это говорит. И тебе нужно над этим работать самому.
Чем лучше ты будешь над этим работать, тем больше тебе будет сопутствовать удача, потому что тебе хотят дать эти дары, да, хотят исполнить твои желания, хотят тебя привести ко всему тому, что ты загадал. Здесь не важно, сколько кто чего себе наметил и чего себе пожелал. Здесь готовы исполнить все, чего бы ты себе не наметил. Чтобы ты жил полноценно в любви, радости, гармонии, счастье, красоте. Вот. Но и, в общем-то, это твой выбор, как по этому пути идти или не идти. Что показывает по области действия, да, то есть проявления в физическом пространстве. В целом здесь сделан правильный курс. То есть вы на момент здесь и сейчас пребываете в состоянии любви. То есть по королеве чаш это состояние любви, это состояние спокойствия. То есть это твой выбор. Быть вот в таком состоянии. И здесь, да, здесь вот эта вот пятерка чаш, это как раз-таки проделанная тобой работа, проделываемая ежедневно твоя работа. Это когда ты выпускаешь, отпускаешь из себя все то, что мешает твоему вот этому благостному состоянию любви, легкости, радости. Это работа, и ты каждый раз, вот отпуская что-то, ты делаешь свой выбор. Это приводит тебя вот к этому состоянию императора. Неважно, мужчина, женщина, это состояние такое монументальное. Это когда твой внутренний стержень волевой, он укрепляется каждый раз. Что на ближайшие 2 недели твоего проявления показывают? А показывают здесь выход, то есть это не выход, это некое проявление, то есть вот смотри, это проявление новой жизни, в которой ты уже находишься, нового мира, нового плана, да, и у каждого этот план свой. Так это проявление его в твоей жизни. Через что? Через разрушение ограничений, которые у тебя есть. Вот смотри, здесь показывают не те ограничения, которые в твоей голове, а здесь идет помощь на разрушение тех ограничений, которые от тебя не зависят, которые ты сам как бы поменять не в состоянии, да, это просто не в области твоего как бы влияния, твоего воздействия. Вот это помощь. Здесь колоссальная помощь, я хочу сказать. И те запутанности, которые нам организовали упоротые с упырями, вот здесь исправление, то есть та паутина, те искажения жизненных планов, путей, планов воплощения, все, что они напутали, здесь вот это обнуляется, выравнивается и просто перестает существовать.
выход на свой путь. То есть все возвращается на круги своя. Вот о чем они говорят. И средняя, это у нас выходит королева мечей, то есть все, что нужно, должно делать, делай. Делай это по справедливости и с легкостью. Не держись ты ни за кого и ни за что. И не позволяй как бы держать тебя на этом коротком поводке. Они хотят сказать, что вот смотри, прошлое — это когда ты руководствовался своими амбициями. Что такое амбиции? Амбиции, они в данном случае идут больше от эго, то есть от того, что ты думал, что ты хотел, да, каким тебе нужно быть, каким должна быть твоя жизнь. Но здесь все перекрывает Венера, то есть ты только руководствуясь любовью, ты можешь выйти и добиться того, что, в общем-то, тебе нужно. Только через любовь, через состояние любви, через принятие любви, через разрешение этой любви быть в твоей жизни. Что это значит? Это значит, что когда в твоей жизни появляется человек, и ты позволяешь ему быть в твоей жизни, этот человек, он может не вписываться в те шаблонные параметры, которые навязало вот это паразитарное общество. То есть он может быть вообще совсем другим. Здесь даже не про то, что и так конкретно может видно быть невооруженным глазом, да, он может быть там черный, желтый, красный, белый, серо-буро пошкарябанный, он может быть там другой национальности, кардинально отличающейся от твоей, да, выйти где-то, находиться в другом далеком месте. Здесь даже может быть в моменте того, что, ну, этот человек, он может, я не знаю, быть там по физическим параметрам каким-то не таким, опять-таки, да, но руководствоваться ты должен любовью и позволить этому быть. Если ты как бы идешь на поводу у внешних вот этих вот шаблонов, то тем самым ты закрываешь сам себе эту дорогу. То есть ты не позволяешь любви быть в твоей жизни и себе в любви. Вот о чем они говорят. Не позволяй сбить себя с пути. То есть у тебя в голове есть определенный план, и об этом нам говорят, сказали, да? Вот здесь вулканная идея. То есть не нужно никого убеждать в том, что, ну, ты не идиот, да, или не идиотка, потому что ты вот веришь в свой путь, который ты идешь, и, в общем-то, все. Здесь просто гори этим сам. Не растрачивай эту мощную энергию на убеждения в чем-то других. И только через это ты выйдешь на некий новый уровень. Самоощущения. Здесь очень интересно.
А вот здесь очень тонкая грань они показывают. Здесь скорее как предупреждение. Компромисс и приверженность. И при этом это все накрывается некой маской. То есть не обманывай себя. Не обманывай себя, что где-то кому-то ты что-то уступил, где-то что-то ты там в чем-то оставил, значит, ты сделал такой маневр. То есть не обманывай себя. В общем, я скажу так, что только ты знаешь, куда ты идешь, только ты знаешь, чего стоит твой путь, чего он тебе стоил, чего он тебе стоит. Здесь просто про то, что не время сейчас останавливаться. Да, здесь есть особенно вот, что тебе хочется, там, я не знаю, временами повыть на Луну, все к черту послать, да, и там, не знаю, ничего не происходит. Ну вот ничего, блин, как головой об стенку. Но они говорят, нет, не время сейчас останавливаться. И никому не позволяй вставать у тебя на пути. Ну вот сама полезла в руки, уже хотела закончить. Что космос хочет нам сказать? Что новый мир открыт. Новый мир открыт, где еще нужно, в общем-то, что-то доделывать, что-то делать, начинать работу. В общем, круто все. Не время отчаиваться, друзья.